Всем привет, меня зовут Наташа Коломбо и добро пожаловать на мой канал. Сегодня в этом видео я вам расскажу, как хранить сноуборд и ботинки вне сезона, летом или каждый раз после очередного катания. Самое первое, что вам нужно сделать, это помыть сноуборд. Помыть сноуборд сверху, снизу, также крепление помыть. Помыть также ботинки сверху. Ну что, поехали? Что еще очень важно сделать в плане ботинок? После каждого катания вам обязательно нужно каждый ботинок просушить изнутри. То есть ни в коем случае не оставляйте ботинки в своих сумках, ни в коем случае не выставляйте ботинки на холод. Нужно их просушить горячим воздухом. Если у вас есть дома небольшой ножной обогреватель, это самая лучшая вещь для ботинок. Вы также можете купить на любом веб-сайте сноубордическом специальную сушку для ботинок. Кажется, там 2 таких пика, и ты просто надеваешь каждый ботинок на каждый пик и оставляешь на ночь. И за 6-7 часов абсолютно полностью восстанавливаются. Почему это важно? Вы когда катаетесь, 5-6 часов, 3 часа, неважно, у вас очень теплые носки. И если вы оставите ботинки в сумке, ботинок, который внутренний, он у вас просто будет потом пахнуть, и он у вас развалится. Это очень важно всегда сушить ботинки после каждого катания. Ну и, конечно же, если у вас закончился сезон, если он закрылся раньше, как, допустим, у нас здесь в Калифорнии, то вам нужно сделать все то же самое. Вот это мой обогреватель, который я использую для ботинок. Он обычный, ножной, не сноубордический. То есть я его подключаю к розетке и ставлю ботинки вот таким образом. То есть вот так, вот так. И примерно на вот таком расстоянии, сантиметров 10, я оставляю ботинки на всю ночь. То есть к утру они у меня полностью готовы, и если я катаюсь 2 дня подряд, они у меня всегда сухие, не пахнут. Еще очень важная вещь по поводу хранения ботинок. Когда вы их почистили, конечно же, отряхнули подошву, когда вы их просушили полностью, перед тем, как их убирать обратно в вашу сумку или в далекий ящик, вам необходимо сделать следующее. Если у вас ботинки имеют вот такую застежку, боа, то есть на леске, вам необходимо внутренний носок обязательно склеить вот так и обязательно затянуть этот боа так, как будто у вас этот ботинок на ноге. Ни в коем случае не оставляйте ботинки вот, сказать, открытыми. То есть всегда делайте эти застежки очень-очень вот так вот туго. Потому что если вы их оставите открытыми, очень быстро эти лески будут нерабочими. То есть вы каждый раз во время катания вы будете подтягивать эти лески, а вам оно надо? Я думаю, что нет. Хотела бы вернуться обратно к хранению сноуборда и креплений. Сноуборд ни в коем случае нельзя хранить в гараже, в какой-нибудь кладовке, потому что там может быть влажно. И влага очень плохо влияет на сноуборд, то есть он просто может потом не выполнять свои какие-то функции. Его также нельзя хранить на балконе,
или где-то на улице, потому что летом или вне сезона там может быть жарко, солнце, он может выгореть. И у меня сноуборд вот с таким шикарным дизайном. Это Burton Lipstick. Я вам говорила об этом сноуборде в предыдущем видео. Этот дизайн был выполнен вручную каким-то французским художником. То есть это последнее, что я хочу сделать, это оставить сноуборд в гараже, где может быть влажно, или на улице, где может быть очень солнечно, и чтобы этот шикарный рисунок выгорел. Очень важно также подготовить свои крепления к хранению. Ни в коем случае не оставляйте крепления вот в таком виде. Вам нужно сделать, я вам сейчас покажу, вам нужно закрыть вот эту штуку, вот так. И каждый из этих затяжек вам нужно также закрыть. Вот так. Нужно закрыть их до конца. Все, у меня оба крепления подготовлены к хранению. Не менее важная деталь хранения сноуборда – это хранение сноуборда в определенном положении. Сноуборд не рекомендуется хранить в специальном чехле для сноуборда, и также не рекомендуется хранить его в вертикальном положении. Ни в коем случае. Потому что если вы его будете хранить в вертикальном положении, если вы его будете хранить вот так, то очень-очень вероятно, что ваш сноуборд прогнется где-то в середине. Потому что сезон не такой уж длинный, лето гораздо длиннее, особенно в Калифорнии, и 6-7 месяцев хранения сноуборда в вертикальном положении может действительно его прогнуть. И то есть, если у вас сноуборд рокер или камбер или флэт камбер, он у вас превратится, допустим, флэт камбер превратится у вас в рокер, а рокер может превратиться в какой-нибудь хайбрид. То есть, этого не нужно допускать. Сноуборд лучше всего хранить в горизонтальном положении. Если у вас есть место под кроватью, сверху шкафа, под столом, это самое лучшее место для вашего сноуборда. Если у вас есть место где-то на стене, вы можете приделать вот такую полочку, как вот вы видите у меня вот здесь сзади. Там я храню сноуборды. Это самый лучший вариант хранения сноубордов. Вот так выглядит моя полочка. Она из дерева, и на ней можно хранить до 4 сноубордов, если не ошибаюсь. Я там сама считала по весу. В общем, у меня здесь лежат 3 сноуборда полной комплектации, то есть сноуборд и крепление, и также просто доска. Это рабочий сноуборд, но я его использую как доску почета, то есть в каждом месте, где я каталась, где я была, я клею вот один такой стикер. У меня их уже очень много, я рекомендую. Спасибо большое за просмотр этого видео, и я надеюсь, что мои лайфхаки помогут вам сохранить сноуборд и ботинки в хорошем состоянии.